Друзья, всем привет! В этом видео я покажу вам, как сделать вот такую красивую лавочку из профильной трубы. Будет подробная видеоинструкция по изготовлению. Для изготовления лавочки нам понадобится 6 метров трубы 40 на 20 и 3 метра трубы 20 на 20. Итак, по порядку. Из трубы 40 на 20 нам нужно сделать 8 отрезков по 55 сантиметров, которые нужно запилить под 45 градусов. Это у нас пойдет на квадратике, на бока. На спинку у нас остается 1,60 м, из которых мы делаем 4 отрезка по 40 сантиметров. Два из этих отрезков нужно запилить под 15 градусов. Если у вас нет угольника, сейчас покажу, как это сделать. На ровном торце отступаете от края полсантиметра, проводите линию и отрезаете. В итоге у вас получится угол наклона 15 градусов. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Видно, да? Идеальный наклон. Все как нужно. Из 3 метров трубы 20 на 20 нужно сделать 2 отрезка по 134 сантиметра. После сварки у нас получилось 2 вот таких квадрата. 55 сантиметров, помните, да, высота. И 2 вот такие вот заготовки под сидушку. С углом наклона 15 градусов. Что нужно дальше? От низу отступаем метку 40 сантиметров. Дальше берем вот такую направляйку в виде линейки. Выставляем ее по меткам. Понадобится кусочек трубы 40 на 40. И после чего берем нашу заготовку под сидушку и выставляем по вот этой метке. Видите, да? Линейка нужна для того, чтобы задать направление. То есть видно, да? В итоге у нас получается от края до края трубы 40 сантиметров. Доску я буду использовать толщиной 3 сантиметра. То есть общая высота получится 43 сантиметра. Заготовки под сидушку нужно приваривать одну вправо, а вторую в обратную сторону разворачивайте. То есть вот так, чтобы у вас не было 2 одинаковые боковушки. После проведенных сварочных работ у нас получилось 2 вот такие боковинки, которые я между собой буду соединять вот этими 2 отрезками трубы 20 на 20. Закрепляем наши перемычки к боковинам при помощи магнитных угольников. Держится все отлично и надежно. Использовать я буду 3 доски шириной по 10 сантиметров на сидушку и на спинку. Под первой доской будет перемычка, усиление, и под третьей тоже усиление будет. Расстояние от края до центра второй перемычки 29 сантиметров. Для тех, кто много весит и хочет перестраховаться, можете добавить между 2 перемычками по центру дополнительное усиление. Вам нужно сделать вот такую разметку. Это количество сантиметров от верха. Отступаем и размечаем. На сидушке то же самое. И с этой стороны размечаем и сверлим сверлом диаметром 4 мм насквозь. После этого приступим к покраске, а дальше подготовим доску на эту лавочку. Впереди еще очень много важных моментов, поэтому смотрим это видео до конца. Краску я использую черную графитную. Мне она очень нравится. Вид имеет потрясный. И покрытие держится долго. Значит, смотрите, когда будете красить, первым делом проходите сначала швы сварочные. Поняли, да? Швы задули сверху, снизу. Потом проходите углы трубы. Так же само. Сверху, бока.
Да, по поводу вот этих штырьков. Заказчик попросил их сделать, поскольку будет эту лавочку бетонировать и устанавливать за двором. Кто хочет такую лавочку себе в беседку, я вас уверяю, ширины 55 сантиметров хватит более чем для того, чтобы она устойчиво стояла. Напилил я ручной ножовкой нашу доску в размер. Доска нам нужна 142 сантиметра длиной, 6 штук. Размечал при помощи угольника Сойнсена. Очень удобная вещь. После чего пройду нашу доску электрорубанком, а потом зашлифую, если будет ворс, наждачкой на УШМ. Зерниста здесь P60. Как по мне, получается неплохо. И это уже 6-ю доску я делаю. Вот так все выходит. Дальше это будет скрываться лаком. У кого нету газового баллона и такой горелки, как у меня, можете пользоваться обычной горелкой и маленьким баллончиком. Доску я вскрываю вот таким валиком. Ручка от него старая пластиковая отвалилась еще километр назад. Лак я использую акриловый, то есть он на водной основе. Он бывает разных цветов, я использую цвет дуба. Разбавляется водой, если он сильно густой. На солнце не выгорает и не воняет. И сохнет он вообще там полчаса и готово. Так, сейчас показываю, как быстро он наносится валиком. Я вам советую, ну, чтобы вы понимали, вот этой насадки 10-сантиметровой, я уже и полгода крашу. Вот так вот лаком скрыл, видите, как быстренько все. Лаком скрыл, водичкой помыл и все, и в пакетик положил. И так до следующего раза. Здесь вот есть досточки, которые я уже прошел в 2 прохода. Итак, друзья, для сборки нам понадобится шуруповерт или крестовая отвертка. Но я буду использовать шуруповерт. 2 отрезка трубы 20 на 20. И на каждую доску по 4 самореза длиной 40 миллиметров. Ну или 45 у вас будет. Тоже подойдет. Так, смотрите, для чего труба 20 на 20. Она нам для того, чтобы задать одинаковые зазоры между досками. Поняли, да? Чтобы все у нас было одинаково. Это уже все в размеры учтено. Вам всего лишь нужно повторить. Ну и снизу вкручиваются саморезы. Ставятся заглушки. Поняли, да? В итоге у меня получилось вот такое изделие. Как его сделать, я показал на протяжении всего видео. В ближайшем будущем буду делать еще много подобных лавочек и скамеек с другими рисунками, с красивыми ножками. Буду проводить розыгрыши на канале, поэтому не пропускайте. Спасибо за просмотр. Всем удачи!